Поскольку октябрь является лучшим месяцем для биткоина, это не значит, что рынок альтов будет стоять на месте, ведь уже с первых дней октября очень много монет показали хорошие проценты прибыли. Но я прекрасно знаю, что найти перспективную криптовалюту для покупки довольно нелегко, из-за чего приходится анализировать рынок, читать сотни новостей, смотреть обзоры и так далее. Но не переживайте, ведь всю эту сложную работу мы уже сделали за вас. И сегодня в видео я расскажу, какие монеты точно заслуживают вашего внимания и обязательно должны быть в вашем криптопортфеле. В прошлом топе месяц назад мы рекомендовали покупать монету TON, после чего он вырос аж на 50%, а также Solana, которая успела зафиксировать 40% прибыли. Ну а сегодня в видео вы узнаете, какую монету обожают фонды из-за того, что ее стейкинг скоро превысит доходность облигаций США, как называется токен компании, которая вошла в топ-100 лучших финансовых фирм по международным переводам, а также какая монета является мечтой любого трейдера из-за своей волатильности по 5-10% в день. Также, если вы желаете увидеть вторую часть лучших монет на эту осень, поддержите видео лайком, и чем больше лайков вы поставите, тем раньше мы сделаем для вас новый топ. Поэтому желаю вам приятного просмотра, вы на канале Coin22, с вами Влад, давайте начинать. Что ж, дорогие друзья, сегодня в ролике я вам расскажу про 3 монеты, которые, во-первых, входят в топ-10 по рыночной капитализации, а во-вторых, они постоянно на слуху и ежедневно мелькают в заголовках новостей. Кстати, если вы до сих пор не знаете, где получать только самые актуальные новости рынка крипты, приглашаю вас в наш телеграм-канал, ведь это лучшее место для любого криптоинвестора и трейдера, потому что в телеграм мы 24/7 на связи и публикуем большое количество отчетов, прогнозов, обзоров и многого другого, поэтому подпишись по ссылке в описании и дополнительно получишь название 4-й монеты, которую прямо сейчас скупают киты на сумму более 30 миллионов долларов. Вообще нас очень часто спрашивают, как правильно собрать свой криптопортфель и какие монеты стоит в него добавить. Ответ на данный вопрос может быть у всех разный, но лично я всегда рекомендовал придерживаться тактики 70-20-10, то есть на 70% вашего капитала вы покупаете биткоин, на 20 эфир, а остальные 10 распределяете между альткоинами. Сейчас на рынке есть огромное количество альтов, из-за чего мы и сделали вот этот большой плейлист, в котором собраны топы только фундаментальных и базовых монет, которые также заслуживают вашего внимания. Ну а сегодняшний топ мы начнем с известной монеты под названием XRP. Да, хриплый на рынке уже очень давно, и несмотря на такое сильное давление со стороны SEC, он продолжает уверенно держаться на 5-м месте. И в сегодняшний топ мы его добавили, потому что как раз таки то самое давление SEC с каждым днем становится все меньше и меньше. Сложно забыть ту громкую победу 13 июля, когда суд не признал XRP ценной бумагой. Так вот, после этого вчера SEC получила еще одно поражение, потому что судья, которая ведет это дело, отклонила подачу апелляции от SEC. В судебном решении было отмечено, что регулятор не смог выполнить свои обязательства и доказать наличие контролирующих вопросов права или наличие существенных оснований для разногласий по этому судебному делу. А также там было вот такое заключение, в котором написано, что предложение SEC о сертификации промежуточной апелляции отклонено, а запрос SEC о приостановке рассмотрения дела отклонен как спорный. Да, вот такое очередное поражение получилось SEC, хотя с момента, как XRP не признали ценной бумагой, прошло всего 3 месяца. И чтобы забить окончательный гвоздь в крышку гроба SEC, нужно дождаться 23 апреля, потому что именно на этот день судья назначила еще одно слушание, чтобы решить оставшиеся вопросы по этому делу. Получится ли у Гэри Генслера переубедить судью? Ну, больше нет, чем да, потому что в апелляции должны быть веские доказательства, что суд сделал неправильное решение, и его нужно срочно аннулировать. На фоне этой победы XRP, конечно же, вырос, пока другие монеты падали, ведь теперь инвесторы не боятся жесткого давления со стороны SEC. Также вчера Ripple объявила, что получила специальную лицензию на работу в качестве крупного платежного учреждения от Центрального банка Сингапура, что позволяет ей проводить финансовые операции. А это очень важное событие, ведь сам глава Ripple у себя в Твиттере написал, что теперь их компания работает в главном финансовом центре не только Азии, но и всего мира. А еще на этой неделе Ripple включили в список Fintech 100 этого года за усилия по модернизации трансграничных платежей. И теперь Ripple входит в топ-100 финансовых компаний всего мира по международным платежам. Ведь если кто-то до сих пор не знает, XRP это не просто монета, которая случайно затерялась
растворялась в первой пятерке, а XRP изначально был создан для того, чтобы проводить максимально быстрые платежи по всему миру с минимальными комиссиями, чтобы составить уверенную конкуренцию SWIFT. А если в следующем году все вопросы SEC будут решены, у Ripple это может получиться, из-за чего XRP будет чувствовать себя максимально уверенно и покажет хороший рост, как это было 13 июля. На графике XRP уже на протяжении более года движется в восходящем тренде, поэтому для накопления был бы приемлем вот этот диапазон, где очень часто консолидируется его цена перед началом нового роста. Так что понаблюдайте за его ценой, после чего принимайте решение о покупке. Но зарабатывать на рынке крипты можно не только просто покупая монеты в долгосрок, ведь рынок каждый день не стоит на месте, и даже малейшее движение может принести очень хороший профит. А зарабатывать с нашей подпиской Coin22 Pro вам будет еще проще, потому что наши аналитики следят за рынком 24/7 и предоставляют самые лучшие точки входа. Например, на днях все участники Pro заработали от 30% на росте Флоки, от 40% на падении Solana, от 45% на обвале Gala и еще на многих других сделках, потому что с подпиской Pro вы не тратите время на анализ рынка, а сразу получаете прибыльные торговые идеи. А если ты новичок, то на старте получишь пошаговое обучение и сопровождение на всех этапах торговли. Специалисты подписки Pro предоставляют прибыльные сделки на протяжении уже более года и более детально ознакомиться с нашим форматом работы, а также получить ответы на главные вопросы вы можете на нашем сайте, который мы недавно запустили. Поэтому если ты хочешь знать, как правильно зарабатывать на крипте, переходи по ссылке в описании и присоединяйся к подписке Pro. Что ж, второй монетой, которую вам стоит добавить себе в портфель не менее чем на 20%, является Ethereum. Казалось бы, с ним все и так очевидно, но нет, сейчас я вам расскажу, почему стоит купить Ethereum именно сейчас. Во-первых, на рынке США уже начал торговаться первый фьючерсный ETF на эфир. Да, эту новость я уже озвучивал в наших прошлых видео, но вы не поверите, насколько это важно для самого эфира. С появлением этого ETF на американской бирже NASDAQ эфир стал доступен для многих крупных инвесторов. И даже несмотря на то, что объем торгов этих ETF не превысил $2 миллиона, это новый инструмент, который инвесторы рассматривают для покупки. Но самое интересное начнется с запуском именно спотовых ETF, на которые сейчас активно летят заявки в SEC. А еще очень большое преимущество эфира перед тем же биткоином – это то, что его можно стейкать, тем самым получая проценты прибыли за ваши ожидания. И кстати, за последние 7 дней доля эфира в стейкинге значительно выросла, из-за чего эфир многие рассматривают наравне с казначейскими облигациями, как бы это громко не звучало. По данным Stake Rewards, стейкинг эфира растет. За последние 48 часов количество поставленных эфиров выросло на 32,8%. Суточный объем торгов упал на 7,8%, в то время как цена эфира остается около уровня $1640. Таким образом, рыночная капитализация стейкинга эфира также выросла до $44,6 миллиарда за последние 7 дней, зафиксировав рост на 3,6%, а коэффициент ставок в настоящее время составляет 22%. Ставка вознаграждения за стейкинг Ethereum за последние 7 дней составляет 3,8%, при этом вознаграждение составляет $1,6 миллиарда в год. Реальная ставка вознаграждения с учетом инфляции составляет 3,4%, и согласно платформе, ставки Ethereum поддерживают высокую стабильность вознаграждений на уровне 100%, что весьма неплохо. Стейкинг эфира – это очень хороший вариант получать доход на пассивной основе, особенно если вы желаете купить его в долгосрок. И многие аналитики вообще считают, что на фоне возможной рецессии в США и падения ВВП до 1%, стейкинг эфира еще больше может привлечь внимание инвесторов, даже несмотря на то, что доходность 30-летних казначейских облигаций сейчас составляет 4,93%. Но выбор между стейкингом эфира и теми же облигациями зависит от ваших целей и временных рамок. Тем не менее, рост количества эфира в стейкинге, запуск ETF, а также вероятное одобрение заявок на спотовый ETF – это весомые причины, чтобы задуматься о покупке эфира, который, напоминаю, должен составлять около 20% от вашего портфеля. Поэтому, если у вас его до сих пор нет, купите, ведь сейчас он торгуется на приемлемых уровнях. Ну и закрывает наш сегодняшний топ монета Bitcoin Cash. Про него я уже рассказывал в наших прошлых роликах, но за это время появилось много интересной информации, которой я должен с вами поделиться. Для начала Bitcoin Cash долгое время был в лидерах роста на этой и прошлой неделе, а все из-за того, что киты продолжают скупать эту монету. На этой неделе цена Bitcoin Cash протестировала уровень в $250, и данные сети показывают, что киты, которые имеют от 100 тысяч до 1 миллиона монет Bitcoin Cash, купили более 150 тысяч монет на сумму $36 миллионов.
$. И, кстати, именно эта группа китов в период с 20 июня по 6 июля купила колоссальные 420 тысяч монет, из-за чего цена Bitcoin Cash взлетела более чем на 150%. Как вы видите, 108 тысяч адресов купили 1,7 миллионов Bitcoin Cash по средней цене около $281, что не дает цене начать сильную коррекцию, а накопление за последнюю неделю может вернуть Bitcoin Cash аж на $300, ведь дополнительно 720 400 адресов купили 4 миллиона монет по минимальной цене $204, из-за чего вот эта область обеспечивает хорошую поддержку. Лучшим вариантом было бы выждать небольшую коррекцию после вот этого активного роста и накапливать приблизительно вот в этом диапазоне. Вообще Bitcoin Cash это удивительная монета, ведь на бычьих рынках он всегда демонстрирует самые большие проценты прибыли, а когда начинается коррекция, он не летит вниз, как какой-то Пепе, а уверенно старается удерживать свои позиции. Bitcoin Cash это одна из самых любимых монет институциональных инвесторов США, потому что объемы торгов на специальной американской бирже ADX Markets достигают рекордных уровней, и на следующих бычьих циклах Bitcoin Cash обещает показать хороший результат, так что будем за ним следить. Что ж, вот такой топ у нас получился в октябре. Вы эти монеты прекрасно знаете, но сегодня, я думаю, открыл для вас их потенциал совершенно с другой стороны, хотя окончательное решение о покупке все равно будет за вами. В комментариях напишите, какие вы монеты планируете покупать в ближайшее время. Нам было бы очень интересно узнать. Также не забудьте подписаться на телеграм-канал, в котором вас уже ожидает 4-я монета, и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем, кто досмотрел до конца, огромное спасибо, желаю вам удачи, до скорых встреч!